И всем привет, с вами Автомыш, и это видео 10 купешек до 400 тысяч. Вопрос был достаточно частый у всех моих знакомых, кто искал себе купешку, что же можно взять за небольшую, так говоря, сумму. И, в принципе, когда я искала Тибурон, я допускала то, что, возможно, я возьму какую-то другую машину. Но недолго. Вот, я была определена Тибуроном. Вот, но, во всяком случае, я рассматривала целую кучу тачек, целую кучу отзывов по ним, минусы, плюсы, так что сейчас все вот эта вот набранная библиотека перейдет к вам в уши за 10 минут, так что поехали. И следующая машинка у нас это Honda Integra третьего поколения, выпускалась она с 95 по 2000 год. И, в принципе, на рынке их сейчас много, но есть одно большое но. Они немножко все подушатанные. Ну, прям почти все. И вдруг, если вы найдете целенькую, то вы получаете здесь электрические стеклоподъемники, вы получаете привод зеркал, усилитель руля. В некоторых комплектациях вы получаете кондиционер. Они есть также и на механике, и на автомате. На 1.6, 1.8... в максималке вы получите 200 лошадиных сил. Что можно сказать по плюсам? По отзывам выявился плюс. Это маленький расход, что не может не радовать. И динамика. Достаточно динамичная машина, очень отзывчивая на рулежку. В принципе, людям нравится. Я не ездила, ничего сказать не могу. Также отметили габариты. То есть на фотографиях она кажется достаточно большой, такой как корабль. Но нет, достаточно такая сложная машинка, габариты классные. Вот. Так, можно говорить про габариты вообще? Ну, не важно. Пойдем к минусам. Из минусов у нас это низкая посадка, то есть вы сидите почти на полу. Это мало места в багажнике, мало места в заднем сиденье. Ну, какой-то вообще интересует. Мы же берем купешку, она для нас двоих, кого-нибудь. Вот. И достаточно низкая машина, то есть клиренс у нее низенький. И это правый руль. Ну, знаете, тут для кого-то плюс, для кого-то минус. В принципе, с правым рулем все благополучно ездят. Но я бы, наверное, не смогла. Следующая машина у нас это Honda Prelude пятого поколения. Выпускалась она с 96 года по 2001. Они были как на механике, так и на автомате. Как на пруле, так и на левом руле. Вот, в принципе, вариаций много. По литражу у нас было 2 литра и 2,2 литра. В 2,2 максималка мы получали 220 лошадиных сил. В принципе, что мы получаем от этой машины? Интересную внешность, но на любителя, прям на любителя, потому что, ну, прям специфичная. И из комфорта у нас есть усилитель руля, электростеклоподъемники, и в зависимости от комплектации у нас есть либо люк, либо климат-контроль, либо кондиционер. Вот. Что можно отнести к плюсам? Это хорошая управляемость. Она достаточно динамичная. Машина не ржавеет для тех годов, ну, как бы они целые. Потому что тогда машины оцинковывали, а сейчас этим, видимо, не занимаются. И АвтоВАЗ гниет, или просто АвтоВАЗ этим не занимается. Но не будем о грустном. Вот, она не ржавеет, она хорошо управляется, у нее нет проблем с поиском запчастей. Во-первых, они недорогие, вот, а во-вторых, они все еще есть. В принципе, то, что они все еще есть, можно было и оставить, потому что, если они даже дорогие, они все еще есть, машине 20 лет, даже больше. Как бы вот так вот. Из минусов, и еще из плюсов, то, что она достаточно проходимая. В отличие от некоторых купешек, она высокая. То есть вы можете даже полазить по сугробу. Ну, а из минусов это низкая посадка. Ругаются на коробку автомобиля. То есть, если это автомат, то он достаточно туповатый. Механика, ну, просто иногда ломается. Гремит. И, то есть, там плохая шумоизоляция. В принципе, минусы не прям такие весомые, так что машинку брать можно. С Хондами закончили, переходим к Тойоте. Тойота, божественная Тойота! Тойота!
И следующая машинка это Toyota Celica 5-го поколения, которая выпускалась с 89 по 93 год. И у этой машины слепые фары. И, о мой бог, как же я себя отговаривала от покупки этой машины. Но, в принципе, если вы готовы к проблемам, то машина для вас. Есть она и на механике, и на автомате. Вот, тут мы получаем слепые фары, что и как бы и плюс, и как бы и минус, потому что вместе со слепыми фарами мы получаем проблемы со слепыми фарами. Они есть на 1.6, на 1.8 и на 2 литра. Из комфорта у нас усилитель руля, стеклоподъемники электрические, даже в те года. И это у нас привод зеркал. В принципе, из комфорта больше там ничего нет. Вот. Из минусов, как я уже сказала, это фары. Потому что, в принципе, если что-то в фарах сломается, с слепышами работать, но это уже как бы конкретно нехорошо. Вот. Потому что запчастей на них, вот этих всяких вот стоечек нету. То есть вы будете, ну, прям слепышом. Фары закроются или просто навсегда откроются, и все. Вот. Но, в принципе, если вы рукастый, ну, как бы, думайте хорошо, прям очень, то машина для вас. Потому что, ну, на слепыш это очень круто, но это очень запарно. Так что тут решать только вам. Но, в принципе, Toyota Celica достаточно динамичная машинка. Вот. Если она в GT-версии, то это просто бомба. Машина летает прям. Вот. И если вдруг вас напрягают только слепые фары, Toyota, ну, японцы вот эти вот, они умные. Они сделали версию без слепых фар. Только эта версия машинки называется Toyota Kuren. Вот, то есть это абсолютно такая же Celica, только не с слепыми фарами. То есть с этим у вас проблем не будет. А со всеми остальными запчастями, в принципе, очень много аналогов. С этим можно разобраться. То есть в основном проблемы это вот фары. Так что, кто не любит слепышей, берите Kuren. Вот. Кстати, из хороших новостей, что Toyota Celica 5-го поколения, что Toyota Kuren можно найти даже 1200. То есть, если Celica выставляют уже за 1150, ну там состояние, конечно, уже не очень, но от 250 уже они прям такие, ну, нормальные, живенькие для своих лет. Вот, так что это прям дешевая машина, но не дешевая в обслуживании. Следующая у нас машинка это тоже Toyota Celica, но 7-го поколения, которая выпускалась с 99 по 6 год. Это достаточно яркая машина, явно яркая. На нее очень много всяких обвесов, ништячек. То есть вы ее полностью можете сделать под себя. И то есть это прям такой GDM можно сделать. И от вас точно не будут отворачиваться. Вы будете собирать все взгляды улицы. Есть они на механике и на автомате. На правом руле, на левом руле. Есть у нас 1.6 и 1.8. Что мы получаем из комфорта для машины таких годов? Ну, как минимум, это электростеклоподъемники, привод зеркал. В зависимости от комплектации у нас есть кондиционер или климат, круиз-контроль даже и люк. Люк — это круто. Вот. Ну и также, конечно же, усилитель руля. Вот. Из плюсов у нас это дешевые запчасти, хорошая динамика, удобная посадка, высокий клиренс. Мы можем опять лазить по сугробам. Это замечательно. И из минусов у нас это плохая шумоизоляция. Многие говорят то, что подвеска достаточно жесткая. И еще один минус, который, ну, самый обидный, то, что сейчас они очень сильно взлетели в цене. И за 400 тысяч очень мало вариантов. Но, в принципе, найти можно. И мы переходим к Mitsubishi. И что у нас здесь за вариантики? Это, конечно же, Eclipse 2-го поколения. Что можно сказать? Есть на механике, есть на автомате. Она у нас на 2 литра. Также есть не только купе, есть еще и кабриолет. Но это если вы живете где-нибудь в Сочи и вам не холодно, вот, есть кабриолет. Или если вы берете сезонную машинку просто на лето, есть кабриолет.
Вот, также там есть электростеклоподъемники, ГУР, климат, нет. Ну, все. Из плюсов у нас комфортная посадка, потому что там опять-таки полуковши. И достаточно надежная машина. То есть, если в хорошем состоянии ее держали, за ней ухаживали, то, в принципе, вредничать она не будет. А теперь минусы. Если она все-таки вредничает, запчасти на нее стоят хороших денег. Вот. Поэтому я рассматривала Eclipse, но перестала. Плохая шумоизоляция. И это то, что она достаточно хорошо кушает бензин. Так что машина, в принципе, хорошая, яркая, красивая, но достаточно растратная. И следующий у нас это опять-таки Eclipse, только уже третьего поколения, который выпускался с 99 года по 2005. И что мы здесь получаем? Во-первых, у нас вариации есть и механики, и автомата. Вот. Тут нужно обязательно оценить внешку, потому что это пушечка-гоночка. И также здесь есть кабриолет. Вот. Не только купе, есть еще кабриолет. Вот. Ну, так ни к чему здесь было. Конечно же, есть электрические стеклоподъемники. Это ГУР еще есть. Что еще? Тачка таких годов, ну, в принципе, не очень много есть, тем более такого класса. Вот, но что еще есть? Люк от комплектации зависит или отсутствие крыши. Ну, это опять кабриолет. Что у нас из плюсов? Это удобная посадка, явно, потому что там опять полуковши. Это высокий клиренс, мы опять можем залезать в сугробы. Это великолепно, прекрасно. Они мало гниют, потому что тоже хорошо оцинкованы. И достаточно надежная машина, если опять-таки за ней следили. Вот, ну, в принципе, не давали ей, как говорится, просраться, то машина надежная. А теперь минусы. Если что-то сломалось, опять-таки, это дорого, потому что это все еще Mitsubishi Eclipse, просто немножко поновее, ну, если это можно так назвать. И это плохие тормоза со стока. Многие жаловались на то, что стоковые тормоза у них прям-таки слабоватые. И она также хорошо кушает бензин. Следующий у нас это Toyota Levin, которая выпускалась с 91 года по 2000. Эти машинки сейчас можно найти, в принципе, и за 200 тысяч рублей, но состояние, как обычно, желает лучшего, но если вдруг найдете, в принципе, вы молодцы. Что мы здесь получаем? Во-первых, у нас есть и механика, и автомат. У нас тут есть вариация 1.5, есть 1.6. Из комфорта у нас здесь усилитель руля. Это замечательно. Электростеклоподъемники, привод зеркал. И в некоторых у нас есть это климат. Плюсом. Во-первых, это дешевые запчасти. Во-вторых, это то, что ее можно найти дешевле 400 тысяч. Это вообще супер. Вот. Маленький расход. То есть, например, на 1.6 на автомате она будет кушать где-то, ну, 7 литров по городу. Это, в принципе, немного. Но из минусов это, если она все-таки у вас будет на автомате, то автомат туповатый. Лучше механику брать. Вот. Но механику найти сейчас достаточно сложно. В принципе, машинка интересная. Она похожа на маленький Марк. Вот. И следующая машина это все-таки та, на которой я остановилась. И выбрала, и купила, и люблю теперь. И стоит она на СТО пока что. Уже неделю. Это Hyundai Tiburon. Что мы получаем здесь за эти деньги? Я брала ее за 400 тысяч прям ровно. Но сейчас они есть за 350. Но в основном они выше 400 тысяч. Потому что повышение цен. Вот. Они у нас есть на механике и на автомате. Также у нас есть вариация 2 литра и 2,7. Но 2,7 многие не советуют, потому что там есть проблемы с двигателем, потому что V6. И проблемы с тем, что ну, как бы она очень много кушает. Вот, а когда она очень много кушает, у вас очень мало денег. Это нехорошо. Лично я езжу на этой машине. Мне очень нравится. Что у меня там такого комфортного есть?
Ну, во-первых, это электрические стеклоподъемники, усилитель руля у нас ГУР. Потом у меня стоит климат-контроль. Это вообще пушка, потому что априори такого не было. Вот. Мне не жарко, не холодно, мне хорошо. К плюсам что можно отнести, в принципе? Но также в другой комплектации, то есть, как говорится, например, в американцах есть люк, вот, в европейцах люка нет. То есть, вам повезет, если, то у вас будет люк. Что можно отнести к плюсам? Ну, во-первых, когда я села в эту машину, она меня как будто обнимает уже сразу. Очень удобные сиденья. То есть, если вы вдруг решите переночевать в Тибуроне, в принципе, это возможно. Очень мягкие сиденья. Достаточно динамичная, отзывчивая машинка. То есть, чуть-чуть рулем повернули, все, она сразу едет. Это вообще просто бомба. Запчасти, ну, они есть. Их очень много. То есть, с запчастями проблем вообще нет. То есть, очень много аналогов, все это заменяется. То есть, и не аналогов тоже очень много. Прям на Тибурон есть запчасти. Для машин такого года, в принципе, они свободно продаются в магазинах. Из минусов. У нее была плохая шумоизоляция. Она достаточно сильно гремела. Вот, но, в принципе, проблема решаемая. Достаточно жесткая подвеска. Это тоже в каком-то моменте минус. И низкий клиренс. Да, машина достаточно низкая. Тут мы не полезем в сугроб. Вот, но проходимая. То есть она тащит, но если сугроб высокий, в принципе, мы там застрянем. Это нехорошо. Ну и запчасти стоят дороже, чем на Приору. Это грустно. Я расстроилась. Но в принципе терпимо. Потому что если вы как бы поменяли что-то на Тибуроне, вы поменяли это надолго. Если вы поменяете что-то в Приоре, вы поменяли это на год. Вот, так что машина надежная, и она тоже не ржавеет. Ни одного рыжика. Вообще ничего нет. То есть ей 20 лет. У меня есть рыжики, у нее нету. Так что машина классная, всем советую. Вот. Вот, впрочем-то, эти 10 машин, среди которых я выбирала свою ненаглядную машинку. Так что до 400 тысяч варианты есть, варианты даже есть живые. То есть на любителей всяких найдется вариант. Так что, если вы вдруг захотели купешку, вы хотите пересесть из своей Приоры в какую-нибудь модную купешку, вариантов много, реально много. То есть, главное не бояться, решиться и купить. Вот. Так что, вперед. Кто хотел купешку, добро пожаловать. А с вами была Автомыш. Всем спасибо за просмотр. Не забудь нажать в топ, подписаться и написать мне какой-нибудь комментарий, передать привет маме, папе, бабушке, дедушке, всем подряд. Так что всем пока, до новых встреч.